Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о городе Одесса, а точнее подводить итоги прошедшего 2025 года. Но традиционно через призму времени и цифр попробуем разобраться, что же произошло с рынком жилой недвижимости. Будем говорить о рынке, опираясь на статистические данные. Будем говорить о рынке, используя классификацию рынка недвижимости. И, конечно же, будем говорить о первичном и вторичном рынке. В конце видео, друзья, подведем итоги. И я сделаю средний, нет, это краткосрочный прогноз до конца 2001 квартала 2026 года. Вот так будет правильно. И поговорим, какие внешние и внутренние факторы, в общем-то, влияют на состояние рынка недвижимости. Но об этом будем говорить, когда в конце видео будем рассуждать о том, что произойдет с недвижимостью, то есть говорить о прогнозе. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр попробуем разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Одессы, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона, куда входят три крупных областных города центра. Говорим о городе Одесса. Здесь показываю указкой, это называется легенда карты. И основные характеристики, которые, или параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец декабря 2025 года. Сейчас мы говорим о колебательных процессах длиною в 1 месяц. То есть сравниваем ноябрь месяц 2025 года с декабрем 2025 года. Давайте очень кратко. Население 993 тысячи довоенное, сразу же предупреждаю. На сегодняшний день, я думаю, все-таки в Одессе живет меньше людей. Насколько меньше, не знаю, может быть 1200 меньше. Одесситы меня смотрят, напишите ваше предположение. Больше людей стало на улице, тем более сейчас не сезон, я имею в виду не туристический сезон. Поэтому реально можно оценить вот чисто визуально, насколько стало людей больше, чем до войны, или же меньше. Ну, это все, опять же, относительно. Цифры никто не скажет. Но я предполагаю, что где-то порядка 700 тысяч сейчас, 750 тысяч проживает в городе Одесса. Количество предложений, которые были нами зафиксированы в декабре месяце 2025 года, это 37 500 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, что показало нам снижение на 1,3%. Но я понимаю, что это, скорее всего, связано с, так сказать, ну, раньше бы я сказал, с праздниками новогодними, да, а сейчас с участившимися обстрелами. То есть, скорее всего, да, люди, так сказать, не могут прийти в себя после того, что происходит. Тут не до продаж, так называемых, да, хотя и покупатели, друзья, тоже, честно говоря, нет. Следующий показатель – это стоимостной показатель, социальное жилье. Буду говорить только о процентном соотношении, что произошло за месяц. Вторичный рынок, социальное жилье с какого-то перепугу подорожало на 0,69%. Следующий показатель – это аренда. Также я взял социальное жилье в качестве примера. Подорожала аренда за квартал. Здесь мы сравниваем третий квартал с четвертым кварталом, конечно же, 2025 года. И видим, на 1,25% подорожала аренда. Эконом, комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок, тоже с какого-то перепугу подорожал на 0,52%. Ну и переходя к первичному рынку, мы видим также положительную динамику. Первичный рынок квартиры эконом-класс, рост плюс 0,78%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, рост плюс 0,51%. Ну и первичный рынок элитный класс, рост на 0,35%, напомню вам, за месяц. Также хочу напомнить вам, что я
занимаюсь научными исследованиями и в своих исследованиях применяю научную методологию. Это метод статистического анализа. Я показываю вам через призму цифр, что происходит с недвижимостью. Также метод классификации. И вот давайте только на примере на одном. Первичный рынок, элитный класс. 1440 долларов за квадратный метр. И первичный рынок эконом-класс 649 долларов. То есть разница больше, чем в 2 раза. Поэтому, друзья, однозначно люди, которые вам о чем-то говорят, повествуют о рынке недвижимости, при этом не применяют классификации к рынку недвижимости, это люди, которые, скорее всего, хотят вас, так сказать, повеселить. Переходим к следующему слайду. Здесь более уже декомпозировано. Будем разбираться, что произошло на вторичном рынке за 1 месяц. Перед вами город Одесса, карта в разрезе административных районов. Ну, что бросается в глаза, наибольше всего подорожал Пересовский административный район, плюс 0,82%. Напомню вам, что это социальное жилье. И меньше всего подорожала недвижимость данного класса в Приморском районе, плюс 0,57%, также за месяц. Следующий слайд. Здесь очень быстро пройдемся по аренде. Аренда также социальное жилье. Ну вот здесь красная строка. Давайте я вам просто покажу, что за 1 квартал, сравнивая третий квартал, это сентябрь месяц с декабрем месяцем, с 4-м кварталом в целом, мы видим рост на 1,25%. То есть аренда растет так же, как и стоимость недвижимости по предложениям. Ну, вот такая вот интересная, так сказать. Мне кто-то там пишет, что да прекращай свою пропаганду, да вот это, какой рост, о чем ты говоришь. Друзья, ну досмотрите видео до конца. Я всегда показывая вам цифры, которые, ну, в общем-то, не я придумываю, да, то есть это и определенные алгоритмы, которые работают, и они вполне себе на сегодняшний день, ну, как бы адекватно показывают рынок. Но я при этом всегда говорю, что вот нет внутренних и внешних факторов для того, чтобы рынок рос. Поэтому все вот эти ваши, так сказать, проклёны, которые вы там мне пишете, это не ко мне, друзья. Я не риэлтор, я ничего не продаю. Я анализирую рынки, показываю по факту, как оно есть, и при этом я рассуждаю, а может ли так это быть, и чем это может закончиться. Скорее всего, вот так. Переходим к следующему слайду. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас, друзья, также вторичный рынок. Рост плюс 0,52%. Вы можете посмотреть по административным районам, как сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от локации или же нахождения недвижимости в том или ином административном районе. Также можете увидеть, на сколько процентном соотношении подорожала недвижимость данного класса. Переходим к следующему слайду. Здесь уже первичный рынок, квартира эконом-класс, также рост плюс 0,78%. Ну, друзья, вот по первичному рынку, здесь, в общем-то, я об этом говорил, говорю и буду говорить. Здесь логика поведения рынка понятна. Если вторичный рынок продается за доллары и только за доллары, не слушайте, вот там какие-то юристы публикуют глупые совершенно видео, не покупайте недвижимость за доллары и не рассчитывайте. А чем рассчитываться? Тугриками монгольскими? Или, ну, то есть глупость, люди не имеют никакого отношения к недвижимости, слышали звоны нигде и не знают, где он. Ну как вы себе предполагаете? Продать? Понятно, что в договоре купли-продажи нотариус ставит оценочную стоимость, и это в гривнах. Но люди передают доллары друг другу, и это на вторичном рынке. Это очевидные вещи. Я не могу себе представить такого, как оно называется, юриста, который бы продал свою недвижимость за гривны и потом с выпущенными глазами, с учетом того, как обесценивается гривна, бегал бы по городу Одесса, по обменникам, обменивая мешок гривны на такой же мешок в долларах. Да? Но это полная бред и глупость. Поэтому, друзья, мы сейчас говорим о первичном рынке, а первичный рынок – это деньги, которые
инвестируется, это гривна, национальная валюта. Здесь все, в общем-то, как бы логично. Вы знаете, что такое спрос и предложение на рынке, закон, да, также закон есть о стоимости, когда работает, ну, давайте о законе стоимости очень быстро. Это когда сбалансированно работает экономика, когда количество выпущенных товаров и услуг, напомню, что недвижимость является товаром, является или равно выпущенным деньгам, да, то есть это, ну, там не только фиатные деньги, есть агрегат 0, М1, ну и так далее, то есть это отдельная тема, не хочу впутывать, люди, может, просто не понимать этих дефиниций. Так вот, количество выпущенных денег должно быть равно количеству товаров и услуг, выпущенных на этой территории, в данном случае город Одесса. Как только количество денег, в том числе фиатных, становится больше, то эти деньги обесцениваются. Естественно, за эти обесцененные деньги уже все меньше можно купить товаров и услуг. Напомню вам, это называется инфляцией. То есть вот включаются инфляционные процессы и, естественно, дорожают кирпичи, дорожает цемент, дорожает электричество, дорожает рабочая сила. И в итоге что? Дорожает стоимость квадратного метра. Это очевидные вещи, поэтому тут как бы, ну, с этим не поспоришь. Поэтому на первичном рынке, по логике, так оно и должно все происходить. Просто, друзья, вы зачастую путаете, что такое первичный рынок и вторичный. Это очень плохо. Первичный – это несданное жилье в эксплуатацию, и здесь все приобретается за гривну. Нет, конечно, вы можете достать с кошелька доллары, пойти в обменник, обменять или в банк и гривнами занести компании-застройщики. А может даже застройщики и в долларах берут по там, какому-то своему курсу. В Одессе все возможно, поверьте, друзья. А вот уже вторичный рынок вы никогда не купите за гривну. В априори никогда. Ну, разве только что по государственной программе ЕОСЭЛЯ, где за всю историю, так сказать, этой программы, это 4 года войны, было приобретено 16 тысяч всего лишь по всей Украине, не за месяц, не за два, а за 4 года войны 16 тысяч квартир. О чем мы сейчас говорим? Поэтому вот очень кратко вам доложил ситуацию, видите, о первичном, вторичном рынке и о программе ОСЭЛЯ. Следующий слайд, здесь эконом-комфорт бизнес-класс у нас, друзья. И так, давайте вот так. Это комфорт бизнес-класс, это у нас также первичный рынок. Можете посмотреть стоимость квадратного метра. Вот здесь отличается по админ-районам. Ну и рост в данном случае также по админ-районам. Последний слайд, который характеризует состояние рынка или исследования за один месяц. Это первичный рынок, элитный класс. Осталось всего у нас два административных района. Киевский, центральная часть, и Приморский. Но это центральный район. Хотя разница в стоимости квадратного метра почти $600. Один и тот же класс, но в зависимости от локации отличается. Также видим динамику роста плюс 0,35%. Переходим, друзья, к следующему слайду. Наиболее интересно, наверное, это слайд. Что произошло с недвижимостью за один год. Сравниваем 12 месяц, это у нас декабрь 2024 год, $703 квадратный метр стоит. Это на примере, друзья, еще раз повторюсь, социального жилья, вторичный рынок. Самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в городе Одесса, ну и в целом в Украине. И в декабре 2025 года это $733. Что показало динамику роста плюс 4,27%. Итак, друзья, подводя итоги за год, мы видим рост 4,5% практически. Да? При этом, кто меня смотрит, я ровно год назад предполагал, что снижаться будет недвижимость в 2025 году. Это будет порядка 10%. Ну вот видите, да, предполагал, что 10% снижения, а тут 4,5 почти процента рост. При этом потом мы поговорим о внутренних факторах, они, в общем-то, отвратительные, беда бедой, что называется, да, или ужас ужасный.
а я свои прогнозы всегда привязываю к макроэкономическим показателям, то есть характеристики, которые характеризуют развитие экономики, конкретно Одесской области. Но вот видите, что называется, не просто не угадал, а совершенно противоположные получились результаты. Поэтому я еще раз говорю, что, друзья, прогнозы – это всего лишь мое предположение. И еще раз повторюсь, кто-то из умных одесситов мне написал: Андрей, ваш, говорит, этот самый компас сломался. И вы, говорит, это самое не угадали. Друзья, компас-то не сломался, если вы знаете, компас ничего не угадывает. Компас показывает, в общем-то, ну, в данном случае мы говорим о погоде, это скорее барометр, а компас показывает стороны света, да, то есть вот барометр и компас не сломался, но вот с прогнозами не заладилось. Здесь я действительно не то, что не мог предположить, я не знал тех внешних факторов, которые влияют также на рынок недвижимости, а внешние факторы – это война, это, хотя вот внешние факторы выносят инфраструктуру в ноль просто, в Одессе нет света, а стоимость растет, да, ну, то есть… Ну, бредовая ситуация, друзья. Ну, я говорю, как вам есть. То есть стоимость квадратного метра растет, хотя я предполагал, что будет снижаться на 10%. Также, друзья, мы видим здесь индекс стоимости. Он положительный, единичка, запятая 0,40. Что такое индекс недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Считается он просто 507,37, если у вас есть статистические данные, делим на 703. Получаем рост 4,27% за год. Или же индекс единичка, запятая 0,40. Друзья, я знаю фокус-группу людей, которые меня смотрят. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Это специалисты, которые работают в финансовых структурах, то есть в банках по-простому. Эти специалисты по крупицам собирают информацию, которую вот я вам на примере одного лишь из графиков, одного лишь сегмента рынка недвижимости показываю. Они знают, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени по всей Украине, по всем сегментам. И на примере вот данного графика показываю вам, как изменилась стоимость квадратного метра во времени за 12 месяцев. Поэтому, друзья, я знаю, что это архиважная для вас информация. Найдите мой Viber телефончик в описании YouTube канала и созвонитесь или напишите. Я подготовлю вместе с вами техническое задание, и раз в квартал, обычно мы раз в квартал делаем исследования, я и компания Олимп Консалтинг, вы будете получать полное исследование по всем сегментам рынка, по всей недвижимости, под которую ваше учреждение финансово выдало финансовые средства. Вы будете получать информацию, как менялась стоимость квадратного метра. Или росла, или же снижалась. С картами, с графиками, с пояснениями, с методологией, которая разработана также мною. Это достаточно, ну, для вас это архиважная информация. Вы, кстати, можете спросить у ваших коллег, кто такой Андрей Гусельников и компания Олимп Консалтинг. Ничего плохого вы обо мне не услышите. Даже вот искусственный интеллект меня порадовал недавно. Обычно я не тщеславный человек, но когда искусственный интеллект говорит о том, что, то есть о моих компетенциях, я понимаю, что искусственный интеллект, он же ничего не придумывает. Это просто возможность некой программы прочитать все статьи мои, обо мне кто писал, какие-то публикации. Из этого просто пересказать то, что уже было. То есть абсолютно корректно. То есть меня не обозвали никак по-другому, как человек, который изучает, исследует рынок недвижимости. Поэтому, видите, Бог в помощь называется, даже искусственный интеллект может вам подтвердить мои компетенции. Переходим к следующему слайду. Здесь мы, подводя итоги, друзья, разберемся, что произошло с арендой. На первом графике рисунки это предложение, рынок предложений, квартиры, которые выставлялись на продажу. Я ничего здесь не поменял, рост плюс 4,27%. Да? А вот внизу это уже тот же самый класс социальное жилье.
показал за год, сравниваю декабрь 2025 год с декабрем 2024 года, аренда в целом по городу Одесса 4,65% в годовом измерении, рост такой. То есть почти, друзья, что, ну, посмотрите здесь. Здесь рост на 4,27%, а здесь за год примерно та же самая, да, то же самое число. То есть аренда и рост сравнялся. Ну вот я все-таки предполагаю, и об этом будем дальше говорить, что все-таки в 2026 году произойдет снижение стоимости квадратного метра. На это все есть объективные данные. То есть, ну, это и внешние факторы, и война, и внутренние факторы, плохое экономическое состояние экономики. Да? То есть все говорит о том, что снижение, друзья, не за горами. Итак, давайте, прежде чем прогнозировать, покажу вам факторы, которые влияют, то есть вот есть, вам говорил, да, внутренние факторы, это состояние экономики. Экономика в том или ином регионе называется внутренний региональный продукт. Сейчас мы говорим о городе Одесса, Одесской области. Показатели, которые характеризуют уже состояние экономики, это также вернее, макроэкономические показатели, которые, в общем-то, говорят, что же все-таки происходит с экономикой. Теперь мы будем говорить о внутренних показателях, которые характеризуют состояние экономики города Одесса. Ну, начнем в целом по Киеву, по Украине. Это занимательная информация о том, что произошло на первичном рынке. Напомню, первичный рынок – это строительная отрасль. Компании-застройщики создают и сдают в эксплуатацию жилую недвижимость. Итак, сравнил в целом Украину 2024 год с 2021 довоенным, снижение минус 33% в целом по Украине. Если брать Одессу, то здесь снижение, Одесская область, снижение на 61,99%, сравнивая с, так сказать, 2021 годом. Давайте посмотрим, что же произошло. Ну, давайте еще раз. Вот Одесса 6120, Одесская область, прошу прощения. Одесская область, 6121 квартира была сдана в эксплуатацию в 2024 году. Теперь вот смотрим. Здесь за полгода данная информация, свежая информация, сколько было сдано в эксплуатацию Одесская область. Видим, что за полгода 5759. То есть практически столько, сколько было сдано за 2024 год. Даже если мы предположим, что это, ну, это называется экстраполяция линейная причем, то порядка 10 тысяч будет сдано в эксплуатацию в Одесской области в 2024, вернее, в 2025 году, что, в общем-то, больше, ну, процентов, наверное, на 40, да, вот здесь будет. Но все равно это не достигнет 2021 года. То есть, а я предполагаю, что все-таки там не больше 8 тысяч будет сдано в 2025 году, о чем вам запишу отдельное видео. И даже сравнивая эти там 7 тысяч с 16 тысячами, это уже не предположение, это уже цифры, которые дает статистика, мы все равно увидим, что первичный рынок, друзья, находится ниже плинтуса, то есть компании-застройщики, что перестают сдавать в эксплуатацию новое жилье. Это связано, скорее всего, с неплатежеспособностью населения. Второе, возможно, какие-то новостройки появляются. Это так, чтобы, так сказать, пощипать беспечных одесситов и приезжих. Там просто никогда не будет ничего построено. Соберут деньги, на этом все закроется. Но посмотрим. Я могу же ошибаться, я не претендую на истину. То есть внутренние показатели, характеризующие строительную отрасль, они, в общем-то, в сравнении с 2021 годом, с довоенным, ну, находятся ниже плинтуса. Теперь, друзья, по количеству населения. Это в целом по Украине, это такой очень тревожный маркер, сигнал. Помните, что люди живут в квартирах, то есть недвижимость это равно человек. Всего вот эта табличка такая, здесь, значит, 1991 год, Украина стала самостоятельным государством, это для тех, кто не знает, а многие не помнят, да, когда это произошло. 51 миллион 944 тысячи
населения почти было 52 миллиона. Сейчас, по факту, это 2022 год, первый квартал, ну, корректно дает служба статистики, то есть довоенное население было 41 миллион 167 тысяч. Теперь смотрим вверх. Вот здесь данные Организации Объединенных Наций. 7 миллионов 678 тысяч украинцев уехали в европейские страны, Евросоюз. Получили статус временной защиты 4 миллиона 805, так сказать, украинцев. В Российскую Федерацию уехало 2 миллиона, но представители Российской Федерации говорят, что это 5 миллионов. А я слушал недавно Путина, он говорит, что это 10 миллионов, а может быть и даже 12. Но кто считал, что здесь никто не считал, что я думаю, что здесь никто не считал. Но предположим и возьмем, что это правда. Давайте посчитаем, сколько осталось населения в Украине. Это люди, которые нужно где-то жить. Еще раз напоминаю, недвижимость это равно люди. Итак, 7 миллионов 678 тысяч – это Евросоюз, люди, которые уехали. 5 миллионов Российской Федерации равняется 12 миллионов 678 тысяч. Прибавляем 500 тысяч. Это погибшие на фронте, хотя пропагандисты украинские говорят, что миллион Российская Федерация потеряла. Я так думаю, что столько же потеряно со стороны Украины. Но возьмем 500 тысяч, которые часто озвучивают политики. И получаем 13 миллионов 178 тысяч. Это люди, которые никогда уже не вернутся на эту благословенную, так сказать, территорию. Дальше считаем 41 миллион 167, это вот эти данные, минус 13 миллионов 178 тысяч, получаем, по факту здесь живет 27 миллионов, ну 28, 988 тысяч, округляем в 28, но, друзья, здесь есть большой вопрос. Вот количество потерянного на фронте мужского населения, оно же не ограничивается только безвозвратно ушедшими, а это и 500, которые просто пропали. Вот пропали и все, и их там тоже огромное количество. Это количество людей, которые в плен попали. Это люди, которые уехали в Европу и в Российскую Федерацию и не зарегистрировались. То есть я думаю, что вот здесь не только в Европу уехали, кстати, да, вот сейчас пришло в голову, что причем тут Евросоюз. А кроме Евросоюза, что у нас? У нас 186 стран на планете Земля. Так вот, минус здесь 2 миллиона, ну, 100% можно убирать. И получим, друзья мои, 25 миллионов. То есть начинали мы самостоятельную жизнь, как самостоятельное государство было 52 миллиона, а сейчас у нас осталось население 25 миллионов. Ну вот так вот, друзья, классический пример, как к власти приходят люди, которые, в общем-то, сделают все для того, чтобы деградировало общество и происходила катастрофическая, друзья, депопуляция населения Украины. Вот вам и вся арифметика. И при такой депопуляции говорить о том, что недвижимость кому-то, так сказать, нужна, да, а при этом еще вот сейчас покажу такую занимательную вам следующий. Ну, ЕОСЕЛь, я уже говорил, это за 4 года войны, аж целое государство Украина, щеки раздувают, ножками стучат, ручками хлопают, риэлторы там что-то тоже, пляски эти самые с бубном производят, что ЕОСЕЛя. Смотрите, повторюсь еще раз, за 4 года войны вот эта структура, это люди, семьи, которые получили жилье, ну, педагоги, медики, там, ветераны и так далее. Всего было за 4 года войны. Не за 2 месяца, не за месяц, не за неделю, не за год. За все время войны. 10 462 квартиры – это вторичный рынок. 5 тысяч квартир, так называемый первичный рынок. Ну, сдано в эксплуатацию жилье. Итого уже насколько? 11 тысяч, здесь 5 тысяч, 16 тысяч, ну и 1000 – это объекты, которые на этапе строительства, которые неизвестно, достроятся или нет. То есть на население, которое 25 миллионов, всего было выдано за 4 года войны 16 тысяч квартир. Друзья, о чем вы говорите? Какая нафиг государственная программа? Забудьте это и не смотрите телевизор по утрам и вечерам. И газеты не читайте советские. Почему? Потому что как минимум изжога будет. Или, не дай бог, еще чего хуже. И вот смотрите, сейчас правильно мне скажете, так это же все население.
взяла информацию, это экономически эффективное население, сейчас она по-европейски называется рабочая сила, в Украине данные только по 2022 год, первый квартал. Это 16, видите, 16 миллионов 600. Экономически активное население, то есть это люди, которые способны зарабатывать деньги с 14 до 70 лет, вот такая категория людей. Туда входят мужчины и женщины, естественно. Видим, как оно все снижалось, снижалось, медленно и уверенно. И вот сейчас 16 миллионов, но это довоенное. Отсюда можно смело убирать миллиона два людей, которые на войну ушли и неизвестно куда делись. 1,5 миллиона, которые воюют сейчас, ну, опять же, исходя из того, что нам говорят. То есть количество людей сокращается, кому нужна в сфере недвижимость. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому вот такая вот невеселая история. При этом, при всем, я вам показываю цифры, которые абсолютно не относятся к тем цифрам, которые характеризуют стоимостные показатели, которые уже показываю я и компания Alim Consulting. Итак, давайте затяну немного видео, закрою показ слайдов. И о прогнозах. Все-таки я предполагаю, друзья, вот хоть убейте меня. Не, убивать не надо, конечно, я еще полезным могу быть. Так вот, в первом квартале 2026 года мы увидим снижение стоимости квадратного метра. Ну, все объективные причины для этого присутствуют. И это будет порядка 2%. То есть по факту, если сравнивать март месяц 2026 с мартом 2021 года, мы увидим где-то, ну, может быть, плюс 1% роста. То есть сейчас, чтобы вы просто в голове сложили вот эти пазлы, в годовом измерении, я же о годовом измерении, это называется тенденции, и на основании этой ретроспективы я там пытаюсь что-то прогнозировать или точнее предполагать. Так вот, если сейчас 4% роста, 4,5%, то за первый квартал мы увидим всего лишь 1% рост. То есть каждый квартал будет снижение, ну, где-то по проценту, где-то чуть меньше. Я вот предполагаю, что это произойдет. Почему? Потому что не бывает так, чтобы рынок недвижимости работал отдельно от экономики. То есть рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. Если в экономике все на букву «Ж», то, ну и понятно, что с рынком недвижимости должно то же самое произойти. При этом я вам показал три основных макроэкономических показателя, которые показывают внутреннее состояние, которое влияет, или показатели внутренние, которые влияют на состояние рынка недвижимости. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом. Компас не сломался, друзья, он работает точно. Или же путеводной картой, карта тоже все показывает правильно, в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.